Он оставил на комоде $3000. Не случайно, а как проверку. Так Адам Кларк испытывал каждого, кто переступал порог его дома в Сиэтле. Ни один человек еще не выдерживал этого испытания, пока в дом не пришла Эмили Грей, уборщица с усталым лицом и добрыми глазами. Адам жил в стеклянном особняке с видом на Пьюджет-Саунд. Он унаследовал строительный бизнес от отца и давно разуверился в людях. С годами все превратилось в привычку – недоверие, холод, одиночество. Раз в месяц он оставлял деньги на виду и наблюдал через камеры, кто не сможет устоять. Когда пришла Эмили, шел дождь, типичный для Сиэтла. Она аккуратно сняла куртку, поставила ведро и начала уборку. Увидев деньги, лишь чуть нахмурилась и обошла их стороной, словно это просто пыль, а не искушение. Потом достала телефон, сфотографировала пачку и написала сообщение кому-то. Кто-то забыл кучу наличных, просто оставлю все как есть. Адам пересмотрел запись несколько раз. Впервые за годы испытаний он увидел не обман, а простую честность. И внутри что-то дрогнуло. Позже он узнал о ней больше. 2 детей, мать-инвалид, 2 работы без отпусков. Она жила в старом районе Рентон, экономила на еде, но всегда приходила вовремя и с улыбкой. Через несколько дней Адам пригласил Эмили на разговор. Сказал, что оставил деньги специально, хотел проверить. Она лишь пожала плечами. «Я просто делаю свою работу». Эти слова ударили сильнее любого признания. С тех пор Эмили стала приходить регулярно. Дом перестал быть холодным, на кухне пахло кофе, а на веранде звучал детский смех, когда она иногда приводила детей. Постепенно между ними появилось доверие, потом тепло. Адам изменился. Он оформил для нее официальный контракт, оплатил обучение ее сына и программу вечерних курсов для нее самой. Сделал это тихо, без лишних слов. Через год Эмили закончила школу для взрослых. Адам устроил небольшой ужин, свечи, пирог, смех детей. В конце вечера он протянул ей ключ. Дом рядом со школой, оформленный на ее имя. Эмили расплакалась. «Почему вы это делаете?» — спросила она. Адам ответил просто. «Потому что ты показала, что добро существует, и я хочу быть его частью». Теперь их дом стоял у залива, среди сиреневых сумерок Сиэтла. Эмили держала за руку сына, Адам — ее. В саду звенел смех, а на комоде в кабинете лежала старая фотография, напоминание о $3000, которые когда-то изменили 2 жизни. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.